Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как зоны своей ответственности и готов дать разрушительный ответ на любые непредвиденные обстоятельства, заявил генсек блока Марк Рютте на брифинге перед встречей министров обороны НАТО. Таким образом, он ответил на вопрос о напряженности в Балтийском регионе из-за случаев разрыва подводных кабелей связи и росте напряженности вокруг танкеров, которые на Западе считают частью российского теневого флота. Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой, подчеркнул глава Альянса. Что ж, надо отметить, он отчасти прав. Балтийское море давно стало озером НАТО, что окончательно закрепилось со вступлением в Альянс Швеции и Финляндии. Теперь 8 из 9 стран бассейна – члены НАТО. Что касается Балтики, это во многом так, считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. Россия там стоит, что называется, на одной ноге и имеет очень неудобную конфигурацию побережья. Практически вся береговая линия – это страны НАТО. Что касается Черного моря, слова Рютте – это скорее декларация о намерениях. Россия имеет протяженную линию побережья, которую нарастила после присоединения Крыма, а Азовское море и вовсе стало для России внутренним. Грузия остается внеблоковой страной. Но и у НАТО здесь позиции серьезные. Турция, Болгария, Румыния. Плюс контроль над проливами. Украинская часть побережья – это тоже скорее актив НАТО. Исторически они также считали, как менялась ситуация в течение веков. Можно ли сказать, что они добились своего к сегодняшнему моменту? Это часть стратегии сдерживания, а точнее сказать, сдавливания России. Лишить ее доступа к европейским морям, загнать вглубь материка. Собственно, этого Запад хотел всегда, как только Россия вышла к Балтийскому и Черному морям. Тем самым став значимой европейской силой. Можно ли сравнивать ситуации на Черном море и Балтийском морях, где противник сильнее, а где слабее? Черное море все же запирается Турцией. Хотя она и член НАТО, но довольно своенравный. Это плюс или минус? Как я уже сказал, на Черном море позиции у России лучше. Она контролирует большую часть восточного и северного побережья, то есть остается полноценной черноморской державой. Балтика на 90% внутреннее море НАТО. Фактор Турции действительно важен. Теоретически НАТО может запереть Россию в Черном море и наводнить бассейн своими силами. Но Турция достаточно независимый игрок, и такая эскалация ей пока не нужна. Турцию никак нельзя назвать другом России, но в отличие от других стран Альянса, с Россией она граничит напрямую и понимает, что в случае конфронтации именно она будет нести наибольшие прямые издержки. Какое значение эти регионы имеют для России? Военное, политическое, экономическое. Моря всегда являлись важными торговыми путями. Львиную долю мировой торговли составляют морские контейнерные перевозки. Балтийское и Черное моря, по сути, главные морские окна для европейской части России, где сосредоточена большая часть населения и экономического потенциала страны. Арктическое побережье их никак не заменит. Там холодно, мало населения, нет инфраструктуры, да и для навигации условия намного хуже. Конечно же, это важнейший фактор безопасности. Здесь базируются два российских военно-морских флота. Это природные и рекреационные ресурсы. Черное море, по сути, единственное теплое море у России. Чем грозит утрата контроля над ними? Сейчас и в долгосрочной перспективе. И как потеря контроля может выглядеть вообще? Потеря Балтики, если не убьет, то основательно подорвет экономику Петербурга и Ленинградской области. Весь северо-запад Российской Федерации превратится в зону экономической депрессии. Потеря Балтики – это и потеря Калининградской области. В НАТО и Евросоюзе не скрывают, что очень хотели бы ликвидировать этот российский анклав. Аналогичным образом без Черного моря невозможно представить себе экономику Крыма, Краснодарского края и всего юга России. Сегодня это один из наиболее густонаселенных и быстро развивающихся регионов. Одним словом, потеря морей для России будет катастрофой. Надо ли их разубеждать, западноевропейцев, в том, что это их регионы? Если да, то какими способами? Кроме наращивания военной помощи, что еще можем противопоставить? В мире уважают и понимают только силу. Никакими увещеваниями, переговорами и подписанием очередных бумажек ничего не добьешься, если это не подкреплено военной мощью.
Поэтому мощное военное присутствие России как на Балтийском, так и на Черном море может быть единственным веским аргументом. Слова Рютте, конечно же, основаны прежде всего на том, что и в Балтийском море, и в Черном НАТО, в принципе, может запереть российские суда, уверен военно-политический эксперт Владимир Сапунов. В Черном море это Турция, которая перекрывает проливы, а в Балтийском море Швеция и Дания могут перекрыть морской путь из Калининградской области. Так что, конечно, у НАТО преимущество в обоих регионах. Особенно, конечно, ослабились наши позиции в Балтийском море после Прибалтики. Теперь у нас выход только в двух регионах – в Калининградской и в Ленинградской областях. В Черном море ситуация получше, учитывая возвращение Крыма. И не то, что получше, она в принципе хорошая. Если бы не вопрос двух проливов. А Калининградская область – это, конечно, кость в горле для НАТО. Этот анклав, по аналогии с Вьетнамской войной, его называют D-Zone, то есть зона передовых операций. И в НАТО уже сотни сценариев разработаны. Блокирование и даже захват Калининградской области. Так что, конечно, противостояние с Россией здесь имеет для НАТО принципиальнейшее значение. Есть ли риск потери этих регионов? О том, чтобы потерять эти регионы, конечно, речи вообще идти не может. А вот о том, кто, так сказать, перетянет канат на себя, НАТО или Россия, это действительно очень серьезный вопрос. И надо сказать, что специальная военная операция наши позиции на Черном море, увы, не усилила. Потому что известно, что Черноморский флот пришлось отводить в Новороссийск из Крыма, во многом из-за угрозы атак Бека. И здесь предстоит еще проделать огромную работу для того, чтобы действительно развить наши преимущества после 2014 года. Да, это сделать можно только при условии освобождения Одессы. Это, конечно, не такой важный порт, как Севастополь, но тем не менее, если Одесса останется за Украиной, то у НАТО будет всегда возможность нам, так сказать, залезть под кожу в этом регионе. Кроме того, Черноморский регион и Украина, в частности, важны для связи с Центральной Европой, потому что, допустим, связь с Балканами и с Сербией можно получить только судоходную, только через территорию Румынии и Болгарии по Дунаю. А это сейчас две страны НАТО. Именно поэтому сейчас Запад так вцепился в Румынию, чтобы ни в коем случае не дать там несистемному кандидату победить. Потому что они смотрят далеко вперед и видят, что в случае освобождения Одессы судоходство по Румынии станет ключевой темой для утерянной связи России с Центральной Европой. Поэтому для них эти регионы, Румыния и Болгария, имеют принципиальное значение. И многие пока еще даже не понимают, насколько они важны. Однако вопрос освобождения Одессы – это не вопрос завтрашнего дня. И, конечно, и 10, и 20 ближайших лет, и 30, скорее всего, они будут, если все будет идти по медленному сценарию. По-прежнему эти регионы будут, как и всегда было в истории, зоной противостояния России и Запада. Потому что и Балтийское море – это еще и со времен Петра I. И позже регион постоянных войн России то со Швецией, то с Германией. И Черное море тоже регион постоянных войн России с Турцией, с Англией, с Францией. Сейчас вот тоже идет противостояние с коллективным Западом в рамках СВО. Этой проблеме не 10 и даже не 100 лет. И жесткое противостояние здесь неизбежно будет продолжаться. И только уровень вооруженности этих регионов, нагруженности их оружием может противникам что-то доказать, чтобы они лишний раз туда не совались. Вот такие новости, друзья. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылочка на него находится в описании. Там у нас очень много интереснейших видеороликов выходит ежедневно, в том числе с фронта. Также там выходит ежедневно очень много интересных новостей в целом. Поэтому переходите, это совершенно бесплатно, и подписывайтесь. Ссылочка находится в описании под роликом.